Путешественники побывали на 70-метровом Самодивском водопаде и увидели старинную рождественскую традицию каледования. На рассвете 30 декабря мы вышли из дома, намереваясь за день добраться до Бургаса, где на море собирались встретить новый 2026 год. На этот раз, направляясь на побережье, мы пошли не на вокзал в 4 утра, а к юго-восточному выезду из города. Теперь и железную дорогу перестали устраивать наши документы, так что закончившиеся 2 дня назад дисконтные карты нам не продлили. Но это не помешало воспользоваться самым универсальным методом путешествия – автостопом. Первая машина провезла нас 25 километров, до перекрестка, возле которого стоит пустующее здание, превращенное в чат на политическую тематику. Позвонил один из клиентов и сообщил, что в работе моей программы возникли проблемы, связанные с предстоящей сменой года. Пришлось прямо на трассе делать исправления. Пока я вынужденно занимался работой, Даша застопила нам машину, водитель которой ехал к морю, проезжая через 2 областных центра. Добрич, в котором, судя по вывеске, действует охранное предприятие, названное в честь наследницы КГБ российской спецслужбы ФСБ, они бы еще немецкое гестапо в рекламе упомянули, и Варну, в черте которой находится 2-километровый мост, возвышающийся над поверхностью воды на 50 метров. Водитель свернул в город Бяла, в котором мы несколько раз отдыхали позапрошлым летом. И на уже хорошо знакомой позиции я поймал следующую машину, которая, преодолев красивый горный перевал, довезла нас до Поморья, где мы также оказались далеко не впервые. Как и 2 года назад примерно в это же время, в нем нас встречал не только дед Коледа, но и Снежанка, которая, кстати, в Болгарии не так часто составляет компанию новогоднему волшебнику. По сравнению с курортным сезоном, сейчас улицы выглядят совсем пустыми. В отличие от теплого летнего, у зимнего холодного моря не получается привлекать туристов, хотя оно и зимой продолжает красиво плескаться и успокаивающе шуметь. До областного центра Бургас, дома которого хорошо видны вдали на горизонте, по прямой отсюда всего 15 километров. По автомобильной дороге чуть дальше. Автобус едет из одного города до другого где-то полчаса. На нем мы и завершили сегодняшнее путешествие из Силистры. Когда мы оказались в Бургасе, на улице еще было достаточно светло. Город готовился к встрече Нового года. Большая елка красиво светилась многочисленными огнями. В начале декабря мы даже видели, как ее зажигали. Миша несколько раз ездил сюда по работе, но и я вместе с ним за компанию. Тем более, благодаря дисконтной железнодорожной карте, которой мы вовсю пользовались еще несколько дней назад, получалось, что дорогу оплачивали нам обоим. Одна из визитных карточек Бургаса – фестиваль песчаных скульптур, который обычно строят каждую весну. Сейчас скульпторы потрудились и зимой, изобразив из сыпучего материала то, как могла выглядеть одна из Вифлеемских пещер 2026 лет назад. Этот Новый год станет 4-м, который мы встретим в Болгарии в статусе лиц, ищущих убежище, запрошенного, когда Путин развязал самую кровавую в Европе войну после завершения Второй мировой, которую подразумевалось, что мы должны были поддержать только потому, что у нас российские паспорта. Страну гражданства мы покинули еще 7,5 лет назад, получив штраф по политической статье и убедившись, что она уже бесповоротно движется в авторитарное прошлое. Но при этом все равно оставались от нее зависимы. Если ничего не поменяется, через 2 года, когда закончатся наши загранники, их легко смогут и не продлить, объявив нас преступниками даже не за то, что выбрали сторону в войне, руководствуясь чувствами справедливости и здравого смысла вместо положенного патриотизма, а просто называем войну войной. У них теперь есть и такая уголовная статья. Вот только болгарское агентство по беженцам отказывается видеть в этом проблему, даже после того, как я выиграл здесь все суды, включая Верховный. И сейчас я ожидал реакцию судьи на неисполнение его собственного решения одним из органов исполнительной власти, которым является агентство. Но, видимо, узнаю ее только в следующем году. Последний рабочий день декабря закончился, и, вполне вероятно, сотрудники ведомств, от которых зависит наше будущее, уже готовились к торжеству. Я тоже занялся праздничным ужином, нарезав традиционный салат «селедка под шубой».
Он, елка и Новый год, пожалуй, совсем немногое из того, что еще хоть как-то меня связывает с прошлой жизнью. Утром меня ждала работа. Я очень рад, что все-таки добился возможности быть фрилансером. Так я сам могу управлять своим временем. Если возникает необходимость, мне несложно поработать и в официальный выходной. Зато когда все сделано или настроено так, что функционирует без сбоев, нет необходимости отсиживать положенное время в офисе, занимаясь имитацией бурной деятельности. Разработкой и тестированием умного управления яркостью рекламных экранов я занялся по собственной инициативе, надеясь, что это усилит конкурентные преимущества моего проекта. Предчувствие, что скоро придется перебираться на другой континент, с каждым днем усиливалось. И если дорабатывать программную часть я смогу и оттуда, то новое оборудование нужно было успеть установить, пока я еще в Болгарии. Праздничный ужин, как все последние годы, был скромным, но вкусным. Пожалуй, еще одна традиция, которая у нас сохранилась помимо селедки под шубой, это просмотр новой серии мультфильма про 3 богатырей и коня Юлия, которая обычно появляется как раз под Новый год. За 2 часа до его наступления мы пошли на центральную площадь Бургаса, где вовсю шел концерт. Уже 10 лет с перерывом на ковид мы вот так встречаем Новый год в разных городах и странах. Последние 4 года, правда, нам нельзя покидать Болгарию, что, с другой стороны, позволило поподробнее познакомиться с ее разными регионами. Как здесь чаще всего и происходит, любой праздник переходит во всеобщее хоро, традиционный болгарский танец-хоровод. Днем 1 января мы пошли по все еще сонным улицам к крупному моллу. Вспомнилось, что уже много лет, как эмигрировали, не были в кинотеатре. Еще 2-3 года назад эта идея казалась пустой тратой денег из-за языкового барьера. Вовсю продолжались процессы евроинтеграции. И если результаты вхождения Болгарии в шенгенскую зону из-за наших ограничений мы так и не ощутили, то очередь, возникшую из-за состоявшегося сегодня перехода на евро, еще как. Но я все равно с оптимизмом отношусь к единой валюте и интеграции в целом, понимая, что некоторые трудности вначале неизбежны. Тем более, благодаря затянутой рекламе, несмотря на очередь, все успели зайти в зал к началу фильма. Незадолго до обратного поезда я решил предпринять еще одну попытку купить дисконтную железнодорожную карту, которыми мы пользуемся уже 3 года и которую в конце декабря мне не продлили в Силистре, утверждая, что мой документ, который вместо паспорта, теперь не подходит. Хотя это никакая не льгота, а обычный коммерческий продукт. При цене в 30 евро она в течение года дает возможность покупать билеты на все поезда в 2 раза дешевле. Кассирша повертела в руках мое удостоверение от агентства по беженцам и начала что-то набирать на компьютере. Раньше железнодорожная карта была, можно сказать, аналоговой, выписывалась на картонке от руки и ламинировалась. А сейчас, когда дело дошло до занесения срока действия моего документа, кассирша, так же как и в Силистре, куда-то позвонила и сказала, что он истекает меньше, чем через год, на который предоставляется скидка, поэтому теперь мне придется покупать билеты за полную цену. Я возмутился, что это дискриминация, на что получил ответ: когда приду с нормальным документом, например, с паспортом, сразу получу карту. Правда, уже почти 4 года наши паспорта находятся в агентстве по беженцам.
Захотелось поинтересоваться, что бы она делала, если бы ее страна ни с того ни с сего решила напасть, например, на соседнюю Турцию, ну или Северную Македонию. Но понял, что моего знания болгарского не хватит для того, чтобы в красках описать такую абсурдную гипотетическую ситуацию. Да и кассирша просто добросовестно выполнила свою работу, как и предписывает инструкция. А то, что в новые правила не внесли исключения для подобной ситуации, неудивительно. С такими документами и подвешенным статусом, как у нас, на всю страну всего, если не сотни, то несколько тысяч человек, и вряд ли многие из них активно ездят. За полную цену впечатления от путешествия по болгарской железной дороге оказались совсем другими. Если основные ее направления модернизируются буквально на глазах, то на периферийных до сих пор неторопливо ходят вагоны, построенные еще во времена социализма. А последний из 4 поездов, на которых нужно ехать с 3 пересадками от приморского Бургаса до придунайской Силистры, и вовсе проезжает 100 километров почти за 3 часа, которые после того, как цена билета удвоилась, стали казаться очень долгими. Ожидая негативной развязки затянувшейся истории с международной защитой, мы решили по максимуму воспользоваться теми возможностями, которые есть, и сразу в январе обратиться к стоматологу за счет медстраховки, которая позволяет каждый год лечить до 3 зубов. Убедившись, что Даша сейчас имеет право обратиться к врачу, я обрадовался, что прошлогодняя ситуация, когда агентство по беженцам забывало подавать на нас декларации, не повторилась. Но нет, с апреля прошлого года я не имею права на медпомощь, хотя и уплачивал в срок и в полном объеме все социальные взносы как самозанятый, а закон о беженцах предусматривает, что мы имеем безусловное право на охрану здоровья. Ну хотя бы у Даши с этим оказалось все в порядке, хотя в отличие от меня она с июля живет вообще без документов, при этом продолжая платить налоги. И она смогла сделать себе 2 зуба, которые ее беспокоили. А я по уже известному с прошлого года алгоритму сходил в местную налоговую, убедиться в том, что действительно это агентство по беженцам не подало декларацию образец 3, и что снова нужно будет ехать по этому вопросу в Софию. Ну и вновь отправил в территориальную дирекцию письмо с просьбой прислать мне письменные справки о сложившейся ситуации. Когда решится вопрос с предоставлением или отказом в убежище, независимо от результата, подам в суд на агентство с требованием компенсации за их бездействие. В следующем выпуске путешественник увидит купание с духовым оркестром в Иордану в день и дважды побывает в Софии.